Всем привет, меня зовут Драгон, и сегодня мы с вами поговорим и сравним три самых быстрых пистолета в игре. Это Нагант Офицер, это Скотвелл Спитфайр и это новый пистолет Колдвелла, который, собственно, добавили в последнем обновлении. Всю основную, на самом деле, информацию я представил вам на вот этой вот самодельной табличке. То есть это основные статы самых используемых специальных боеприпасов, ну и, соответственно, цена за это все. Проходить по каждому параметру я особо не буду, потому что, ну, собственно, все как бы видно. Скажу о самом важном и о самых важных различиях этих пистолетов. Первое. Офицер и новый Колдвелл используют компактные боеприпасы, в то время как Скотфилд использует Medium Ammo. Что это значит? Это значит, что у Колдвелла и Офицера падение дамага начинается раньше, соответственно, и эффективный дамаг у них, в принципе, ниже. То есть вам нужно убивать противников на более коротком расстоянии, чем если бы вы стреляли со Спитфайра. Также, если сравнивать непосредственно Колдвелл и Нагант Офицер, тут важным параметром является то, что у Колдвелла есть ФМЖ патроны, у Офицера нет ФМЖ патронов, и именно ФМЖ патроны делают этот новый Колдвелл чем-то таким прям очень-очень хорошим, потому что это увеличивает эффективную дальность достаточно сильно, это увеличивает проникновение боеприпасов, что неимоверно важно для компактного аммо, которое не проникает вообще почти через ничто. Что, собственно, нету у Офицера. Но также важно заметить, что у нового Колдвелла самая низкая скорость полета пули. На самом деле, супер большой разницы между 200 и 250 метрами в секунду, как у Спитфайра, особо нет, но тем не менее это весьма чувствуется. Этот пистолет в принципе не был сделан, как и все остальные, для перестрелок на большие расстояния, но тем не менее ФМЖ-патроны делают его таким более универсальным для не только близких дистанций, поскольку и на других дистанциях он будет наносить дамаг. То есть голый Колдвелл будет даблтапать в тело на расстояние где-то до 30-35 метров. Это таким по грубым подсчетам, по графикам, которые легко, собственно, найти в интернете, по графикам падения дамага. Офицер даблтапает на расстоянии до 25 метров, опять же голый, и даже с High Velocity, потому что High Velocity не уменьшает падение дамага. И в то время Spitfire даблтапает в тело на расстоянии до 40-45 метров, потому что это Medium Ammo, у Medium Ammo падение дамага намного меньше. То есть по грубым подсчетам, ну, Spitfire голый выглядит, ну, поприкольней на дальней дистанции, однако скорость выстрелов у него, ну, заметно ниже, чем у нового Колдвелла. ФМЖ-патроны, которые есть у непосредственно нового Колдвелла, позволяют ему даблтапать в тело на расстоянии до 50-55 метров, в среднем, по грубым, опять же, подсчетам. И в то время как ФМЖ на Спитфайре позволяет даблтапать примерно на том же расстоянии, то есть 50-60 и, возможно, даже 70 метров. Там сложнее было найти информацию, но тем не менее. То есть примерно на таком расстоянии будет, собственно, стрелять Спитфайр и даблтапать в тело. В голову они стреляют и вантапают примерно на одном расстоянии, то есть 95 ФМЖ Spitfire и 99 непосредственно новый Колдвелл. Что из этого вообще лучше, какой пистолет лучше, для чего и как? В общем, зависит от вашего билда. Если вы играете с Винфилдом своим же патронами, берите новый Колдвелл, будет прям нормально. Но опять же, это исключительно для близких расстояний. То есть вы, в принципе, будете сосредоточены на близко-средних дистанциях. Если вы играете с Винфилдом с высокоскоростными боеприпасами, берите Офицер с высокоскоростными для увеличения аммопула, соответственно. Если вы играете с каким-нибудь Виттерли, либо еще чем-то подобным, берите Spitfire с ФМЖ и, собственно, опять же, не парьтесь, как говорится. Вот, далее я вам покажу, собственно, видеофрагменты сравнения непосредственно двух-трех этих пистолетов, и, собственно, сами для себя решите, что для вас будет лучше, что вам больше нравится и так далее. Собственно, на этом мой разговор, я думаю, будет закончен. Спасибо за просмотр, как говорится, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до встречи где-нибудь еще. Всем удачи, всем пока и приятного просмотра.